Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим, кто будет твоим будущим мужем. Давайте, какой он, когда вы его встретите. 3 варианта сегодня решила сделать, чтобы было вот досконально, правильно, да, досконально ваше, чтобы было. Выбирайте свой вариант. Я сразу сделала двоечки чаш, двойка кубков, ну вот чтобы вы по картиночкам даже себе выбрали, вот какая больше всего нравится, да, какая больше всего нравится двоечка кубков вот здесь в этих колодах, и этой колодой буду для вас делать расклад. Так что, если у вас есть большое-большое желание встретить красивого, классного такого мужчину, выбирайте себе, и будем действительно читать по картам все, что они скажут, все скажу вам. Вот. Если вы знаете имя, допустим, да, будет ли вот такой-то человек, там, Игорь или Андрей, если вы знаете такое имя, да, моим мужем, тоже можете загадать, выбрать свою колоду, свой вариант, и посмотрим, что карты скажут, какой он, правильно ли они опишут его. Да, буду спрашивать у карт, чтобы описали его, чтобы вы понимали, какой он примерно человек. Так что давайте, думайте, загадывайте. Можете поставить на паузу. Может быть, вы уже выбрали. Ну так, чтобы сильно не затягивать. Если надо подумать, да, ставьте на паузу. А я 2 колоды убираю, начинаю с первого варианта. Кто будет вашим будущим мужем, какой он и когда вы его встретите? 1, 2, 3. Начнем с первого варианта. Итак, сейчас буду выкладывать по 3 карты и посмотрим, что за король выйдет. Пентаклевый или кубковый, или мечевой, или... Будем его смотреть, описывать, спрашивать. Император выходит. Ну, император. Мужчина такой, хватка у него хорошая. Любит путешествовать, ну и верит в будущее. Очень много может планировать, загадывать. Сейчас короля посмотрим. Король чаш. Король чаш. Вот такой вот. Да, он действительно верит в высшие силы, верит в своего Бога, Аллаха, ну, смотря какой он веры, но он верит. Смотря какой веры, здесь я, конечно, не скажу, расклад общий. Вот, но он верит в будущее реально. Тут и 20-й аркан сразу вышел, и Иерофант рядышком с ним. Он может просить, он может свечки ставить, может и не ставить, но он верит. Вот главное верит. Когда человек верит, у него чистая душа, он не станет делать подлости. Вот. Умеренность, он такой своеобразный человек, спокойный где-то, да, может вспылить, не знаю, там, фужер разбить. Не знаю, почему фужер, но, наверное, потому что вот здесь вот как фужер держит, да, или как кубок такой вот. Ну, чашку, фужер, ну, он может разбить, было у него такое. С возрастом потом он станет более лояльным и более таким вот, как останавливать себя будет. Но у него интересный характер. Вот он для вас реально. Этот, да, вот я говорю, что он может разбить, но он не сделает этим гадости, он не сделает этим плохое что-то. Он просто сбросит свою энергию, чтобы не обижать, допустим, вас. Да, вот разбил что-то, туда скинул, все. Ну, знаете, как можно сказать, дрова рубить будет. Да, будет дрова рубить, лишь бы вот успокоиться. Да, у него такой характер.
Вот. Что еще здесь под ногами? Любит ждать, любит реально планировать. Единственное, что может переживать из-за того, что когда он запланировал, не получается. Но все равно верит в сегодняшний день и всегда будет вас учить. Кстати, есть такое у него. Может даже кого-то еще учить, верить в сегодняшний день и верить в то, что все будет хорошо. У него оптимизма много. Вот у этого человека много оптимизма. Так, давайте его отложим сюда. И сюда можно. Вот так. Сейчас про тебя посмотрим. Все равно выходит, хорошая карта выходит на него. В прошлом у него были качели, были какие-то и обиды, но он как бы тоже научен по прошлому. Что нужно делать, что не нужно, во что нужно верить. Есть у него проблемы из прошлого, но он такой человек, который вот дальше идет, реально дальше идет. Он любит новое, любит зарабатывать. Император. Даже если он куда-то уходит, он любит слезы радости, но не слезы переживаний. Туз пентаклей выходит на него. Это человек, ну могу сказать, эмпат, романтик. Да, пошел там что-то, придумал, что-то сделал, и он хороший психолог. Что-то придумал, что-то сделал, но он не только за себя. Вот реально не только за себя, он за кого-то еще обязательно будет и переживать, и стараться, чтобы тому было хорошо человеку. Кстати, переживающий, да. Вот здесь вот есть проблема его здоровья. Ему нельзя так много переживать, но вы ему будете в помощь. Вы его научите быть спокойнее. Спокойнее. Это единственное, что сделает вас сильной парой. Остальное будете вместе. Реально вместе. Он вашу жизнь изменит в лучшую сторону, вы его жизнь измените в лучшую сторону. 13-й аркан. Да, он хороший психолог. И, кстати, профессия может быть психологом. Профессия может быть учитель, в погонах может быть. Но это все, конечно, как общий расклад. Так перечисляю примерно, потому что я общее скажу, вот как для всех. Он реально по жизни психолог. Если он работает, он прекрасный психолог в этом отношении. Если он работает просто вот плитку тротуарную кладет, да, либо там дальнобойщик, моряк может быть, значит он по жизни просто психолог, к которому реально люди идут. Просто с ним очень интересно, с ним действительно хочется поговорить, а он не отказывает. Он тоже любит общаться, он любит, говорю, путешествия, поездки, вас с собой будет брать. Где-то, да, по работе сам, поехал, приехал, но он всегда будет знать, что вы его ждете. Вот это для него будет большое счастье. Видите, император посерединке вышел. А это многое о нем говорит. Он, да, деньги заработает, он изменит ситуацию в лучшую сторону и не допустит, чтобы были в семье треугольники, не допустит ни в коем случае. Потому что, скорее всего, вот по шестерочке он тоже это прошел, ну, либо со стороны наблюдал. Но это не его, это не его. Вот, у него свое мнение. Знаете, он даже родного человека слушать не будет, он вот решит, как он решил. Для него важна стабильность и семья. Особенно та, которая как вы, реально как вы, которая вы, ну вот вы же не предадите никогда, вы, что карты скажут про вас?
Но здесь у вас было тоже, видите, вот король из прошлого выскочил, и как будто бы вы что-то ждали, что-то на что-то тоже надеялись, что и что-то исправится, кто-то прощения попросит. Может, такое было. Либо слишком, ну, вот ушел человек, может быть, на небеса, у кого-то, я говорю, общий расклад. И вы тоже что-то ждали, чтобы вот изменить в своей жизни что-то тоже в лучшую сторону, потому что очень не хочется, чтобы всегда сердце болело, хотя сердце болит у вас по этому поводу. Если человек предал вас, то, конечно, тоже тут сердце болит, но хочется уже закрыть наоборот вот этот кран, да, вот тут кран течет, закрыть это все и повернуться и не ждать, а получить уже в эту жизнь. Нет, вы как раз вот для мужчины вот этого. Вы выбрали этот эту колоду, это вот 100% ваше. Ну, если вы вообще не видите себя здесь, ну, значит, другой какой-то посмотрите, да? Вот. Но здесь я чувствую, что вы выбрали то, что нужно. Серьезно. Он по 6 мечей, он вас переведет куда-то, переведет на другое понятие. Может быть, он не умеет подстраиваться, это точно. Но он умеет рассказать. И вы поймете, что для вас интересно, а что нет. Да, вы можете поменять свое мнение, свое решение, но потому что будете уверены, что да, так правильно. Он может вам подсказать, он сможет вам помочь, он сможет вас поддержать, он всегда будет рядом. Вам будет, если, не дай бог, плохо, он никуда не уйдет. Он будет только с вами. Ну, это вот по 6 и 7, я говорю. Ну, тем более они вышли после 13-го аркана. Так, не видно, да, там немножечко. Вот так вот сделаю. Карты что-то ближе ко мне, а в экране не видно, да? О, так. Вот так вот, вот. Вот 6 и 7 мечей. И после 13-го. А 13-е это перемены, это трансформация. Это трансформация. Когда что-то плохое уходит, наконец-то, что-то хорошее рождается. Вот он придет в вашу жизнь, и у вас родятся новые отношения. А может быть, и детки в скором времени. Ну, опять же говорю, расклад общий, да? Поэтому говорю, может быть, хотя если у вас действительно вот по судьбе они будут. Они будут. Как карты скажут? Конечно. Посмотрите, как карты говорят. Вы вместе, и ваше счастье вместе с вами. Вот. Вот так. Так, что еще? Не любит одиночество. Нет. Не любит. Знаете, у него очень интересный взгляд. Очень интересный. Он может смотреть на вас, но видеть вашу душу. Знаете, вы для него будете настолько красивая, да, он будет ревновать. Даже если вы вдруг считаете себя не совсем красивой, это зря. Если, опять же говорю, общий расклад, возможно, вот для кого-то это тоже как ответ на ваш вопрос. Он вас видеть будет красивой. Он вас видеть будет красивой для себя. И он будет ревновать, чтобы вы никому больше не достались. Он одиночества не хочет. Он хочет чего-то большого. Нет, у вас будет что-то новенькое. Реально что-то новенькое. Человек тонкой душевной организации. И, кстати, он может быть творческой натурой, он может рисовать, либо играть на каком-то инструменте, либо по дереву очень красиво так вот что-то вырезает, что-то делает. Такое может быть. Кстати, любит готовить, но больше императрица. Что-то он умеет
умеет готовить. Не так, чтобы много, чтобы постоянно. Хотя, если он по профессии повар, ну, значит, много умеет. Но больше здесь он любит что-то как... Знаете, я вижу, что он все умеет. Он умеет печь, может быть, не совсем так, как хотелось бы, а вот жидкое, да, он сделает. И коктейли, и борщик, может быть, да, супчик, и мясо. Ну вот, мясо умеет. Хорошо, если он, говорю, общий расклад, если он мясо не признает, допустим, то значит что-то другое. Да нет, мяса вроде бы как видно. Я не знаю, я вижу по этим картам. А ну отвечайте, карты. Зря я туда залезла, наверное, да? В этот вопрос. Может и не надо, но есть что-то. Просто у кого-то есть пост, у кого-то есть без мяса, чтобы жить, да, правило такое. Но значит, здесь что-то другое есть. Я просто не могу разглядеть. Может быть, он заменяет чем-то. И, допустим, яйца, да, из яиц что-то делает много красивого такого, не знаю, там режет салаты, не знаю, что-то типа этого. Белок присутствует, только в других продуктах. Потому что ему это надо для жизни. Ну вот, все, давайте туда не буду лезть, да? Ну, такое вот есть. Не знаю, я увидела, что он именно вот любит иногда. Плов, если все-таки мясо кушают, плов любит готовить. Что еще я увидела? Ой, чтобы всем нравилось причем. Но он любви хочет. Любви хочет человек. Так, все, давайте про еду хватит тогда. Про еду хватит здесь. Что еще про тебя? Карты расскажут. Чаш, туз, мечевой туз, король пентаклей, пятерочка. Десятка чаш. Сейчас. Есть что-то такое, потому что она вышла с пятеркой мечей. Вы никогда не поверите, что он очень заботливый, понимающий, умеющий слушать. Вы поймете это только тогда, когда чуть-чуть ближе будете. Со стороны, как будто бы он вообще не понимает. Вот он так выглядит. Сильным, интересным, да. Но как будто бы он не понимает какой-то вот душевности в нем вроде бы как со стороны нет. И кажется, что он всегда для компании, всегда на него могут и повеситься там девушки какие-то, да, и он вот будет кокетничать с ними. Это верх его. Да, он может многое говорить и смеяться и показать себя вот так, но он никогда не предаст, и он никогда не разрешит в реальности, да, чтобы на него кто-то его там обнимал и утащил куда-то. Он будет только с вами. Пятерка и десятка именно вот так говорят вместе. Он заботливый, он реально заботливый, он понимающий, он умеет слушать. Единственное, что здесь еще, он может быть эмоционально зависимым или немножко скрытным, потому что он не захочет вас обижать, если ему будет больно. Вот он где-то что-то у него будет болеть, он захочет это, он лучше промолчит. Вот здесь вот это его ошибочка, лучше бы он говорил. И вы ему тоже опять же поможете. Он вам будет доверять и наконец-то откроется. Скрытным в каких-то сложных ситуациях он будет только во благо. Только во благо. Обманывать это не его. Нет.
Да, он может кричать, да, он может поругаться и обидеться. Но он не сделает гадости, подлости, он не причинит боль. Он сам вернется и сам будет просить прощения. Но прощение за то, что он просто повысил голос. Больше не за что будет. Не знаю, наверное, надо было это сказать. Может быть, у вас есть по поводу короля Пентаклей ассоциация с прошлым у кого-то. Может быть, вас предавал человек в прошлом, которого вы ценили, в которого вы верили, а он вот конкретно предал, обидел, сделал больно, может даже физически. И вы боитесь, что может еще кто-то так будет делать. Нет, этот человек, который идет в вашу жизнь, он другой. Он реально другой. Он очень заботливый, он хороший человек. Обычными словами говорю. Он в любой ситуации поможет. Он сделает так, что вы поймете, что жизнь прекрасна. Вот жизнь прекрасна. И не надо вспоминать то прошлое, потому что все будущее впереди. Дальше. Давайте еще посмотрим. Вместе в любую погоду, в любой ситуации, вместе всегда. Что бы ни надо было делать, он всегда будет оборачиваться и смотреть, а как у вас. Ага, есть и победа, и радость, и любовь, и какие-то подарки, и душа нараспашку для вас. Это, скажу так, муж-душа. Муж-душа. Он будет чувствовать ваше настроение без слов. Если вы на мечах, прочувствует, если вы радуетесь, прочувствует и будет, либо так, но он всегда будет смотреть, чтобы не сделать больно вам опять. Опять же, давайте так скажу, да? Это он будет чувствовать ваше настроение. И говорю, без слов. Он будет окружать вас нежностью и глубокими чувствами. Всегда будет с вами. Даже если, говорю, будет далеко куда-то ездить на работу, но душой с вами и быстрее, и уже домой. Да? Вот такое у него желание будет. Вы всегда будете на связи. Нет, он не будет смотреть на других женщин. Нет, почему, в принципе, по звездочке и дама здесь, да, выходит. Он будет смотреть, но просто смотреть, как кино, как сериальчик какой-то, как видеоклип какой-то. Просто, да, будет смотреть, потому что он живой человек. Но он не захочет, чтобы другая женщина была с ним, только вы. Вот здесь вот это 100% так. Вот такой вот человек идет в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Так, сейчас соберу. Давайте на пару вопросов еще, в принципе, да. А так карты вроде сказали все, но посмотрим. Так, первый вопрос. Так, карты сыпятся. Чуть-чуть. Давайте характер и внешность. Что карты скажут? Характер. В принципе, характер вы уже поняли. Но все равно так, по-быстрому. Характер и внешность. Вы поняли уже, какой он. Везде поможет, через забор перепрыгнет, какую-то нужную информацию принесет. Везде вот он и туда-сюда, и в работе, и в движении, и вы с ним не будете сидеть на одном месте. Основные черты его характера, он темпераментный, да, в принципе, я уже говорила здесь, и душевный, это все уже сказано, так оно и есть, так оно и есть. В любую трудную минуту он всегда поможет, поддержит. А ну еще.
все-таки религия, либо какая-то другая вера, но у него вера есть. Без этого он никак, он в пустоту не ходит, он действительно вот верит во что-то такое нужное и доброе, хорошее. Одиночества нет, это не про него. Не вижу его внешность. Вот, смотрите, да, вот. Иерофант и 20-й, как и в начале, так и здесь, это полностью он. Вот и дороги тоже, вот и вот. Дороги, одиночества нет, только с вами. Он очень хочет, чтобы вы... Знаете, у него есть проблема. Еще одна маленькая, может быть, я уже говорила, но сейчас доскажу. Ему нужна будет реально ваша поддержка. Он какой бы он сильный ни казался, но ему нужна будет ваша поддержка. Есть у него слабинка такая вот, где вы будете вот участником самого лучшего. Я вижу его, в принципе, он такой, знаете, вот смотрите, гордый, да, вроде бы. Вот первые впечатления, голова поднята, лицо вперед, плечи расправлены, глаза кое-где там в какие-то там куда-то смотрят, прищурены немного, может быть, даже сам глаз такой немножко прищуренный, но прищуривать любит. Свысока вроде бы смотрит, любого роста, но свысока как будто бы смотрит. Вроде ничего не болит, все у него классно, руки работящие, но есть у него кое-что, что он не говорит. И вы у него будете как вот вторая половинка, которая всегда поддержит. Он вас никому реально не отдаст. Он хочет, чтобы вы не ругались. Видимо, у него когда-то была ситуация, когда ругался он очень много, и его конкретно, ну давайте простым словом скажу, посылали. Вот он этого боится. Либо у его родителей, может быть, он рос в такой семье, что мама с папой всегда ругались, а он этого не может терпеть. Но характер у него, да, он может сделать ссору, может продолжить ее. Поэтому вы как раз у него вот эта вот палочка-выручалочка по жизни будете. Потому что если вы будете спокойны, все, и у него все будет спокойно. Ну вот такой мужчина. Не знаю, нужно ли все это было говорить здесь, но карты захотели, я передала то, что увидела. Сейчас дальше еще немножко, и все, наверное, да? Королева мечей. Но здесь больше как... Да, он по профессии, кстати, может быть и врачом, и психологом, и учителем, и в погонах. Но у него какая-то обязанность есть. Есть. И говорю, даже если он, там, не знаю, дороги подметает, даже если так, по-любому он другой, он работящий, он в голове много очень идей. Он много добился в жизни и добьется еще. Самое главное здесь здоровье. Остальное все будет ого-го, как хорошо. Женщина присутствует. Не хотела я про нее говорить, но, наверное, может быть так, 2 слова. Он от нее ушел. Была у него какая-то девушка, либо женщина в его жизни. До вас. И вас это, в принципе, не касается, да, можно и так сказать. Но, как по картам, она была очень холодной и расчетливой. И вот если сравнивать, то вы дадите ему новую жизнь и новое понимание, что не все такие холодные и расчетливые, как была у него эта женщина. И в то же время он вам даст понимание, что и мужчины не все такие, как вас вот кто-то предал когда-то.
Так, ну все вроде бы, да, на первый вариант. Ну, деньги, счет любят, он умеет зарабатывать. Ну вот единственное, я же говорю, весь расклад. Единственное, да, у него есть кое-что, что вы можете ему дать. Больше здоровья, больше... Кстати, здоровье шатается у него из-за нервов. И вы как раз тот человек, который всегда будет ему как будто бы вот палочкой-выручалочкой по здоровью. Даже если он врач, все равно он как будто бы чувствует себя вечно заболевшим, потому что нервничает. Не знаю, надо это, не надо говорить здесь, но такое есть. Он вас очень любить будет. Очень. Что для него самое главное в жизни? Он защитник. Ну, самое главное — жизнь, семья, здоровье. Ну, естественно, как для всех людей. Но здесь больше идет как защитник от всего плохого. Самое главное — это реально быть мужчиной-защитником, но с большой душой. Вот, это его жизнь такая вот. Когда вы его встретите? Сейчас соберу. Когда вы его встретите? Победа. Что-то там по поводу финансов и выход из одиночества, отшельник. Ага. Во-первых, ваши отношения будут строиться больше на общем понимании какого-то определенного предмета. Например, может быть, вы любите животных, и он, и вы. Может быть, вы любите реально, как он, и вы тоже путешествуете. Но что-то у вас будет настолько общее, что вот это и сблизит вас с самого первого раза, как вы встретитесь. А потом уже будет докладываться остальное. Здесь вы, да, можете встретиться и в путешествии, но больше, конечно, тут идет и праздник, может быть, какой-то, но больше как вот нечаянно, вот раз и вы встретились. Больше как одиночество идет. Вот вы куда-то будете идти одна, он где-то, и вы встретитесь, он что-то подскажет, либо вы что-то ему подскажете, как проехать, допустим. Но здесь и отшельник идет, и пятерочка, как пустота, как в одиночестве тоже. Но в какой-то праздник, в какой-то момент радости, что-то вы услышите, узнаете, какая-то новость будет, вот какая-то радость будет, весна, лето, да, вот яркие такие красочные дни — это ваши дни. И вы встретитесь нечаянно, неожиданно, может быть, в путешествии, в поездке по работе. Вот как-то так. Ну еще. Кстати, чтобы не потерять и не уйти от этой возможности, от этого шанса на очень такие большие перспективные отношения, классные, я скажу. Хочется вообще супер словами сказать, но мне больше тут как подсказочка идет. Не рассказывайте, пожалуйста, о том, кого вы встретили, какой-то другой женщине. Вот вы жезловая королева, и будет еще какая-то женщина, может быть, сестра, может быть, подруга, может, еще кто-то там, девочка, женщина, в общем, не говорите ей о том, что вы кого-то встретили. Пока что. Потом уже скажете. Потому что по восьмерочке вы можете упустить момент. Да, вы встретитесь, но чуть позже тогда. А если никому не будете рассказывать, будет быстрее и ближе все. Ну, как-то вот больше будет. Быстрее, интереснее. Скажу так, уже скоро. Да.
Единственное, что не рассказывайте. Это как подсказка. Вот и по 4 тоже. Все твое в твоих руках. Пока что так. Чтобы не потерять. Скоро. Очень скоро, кстати. И переписка у вас какая-то интересная будет, и звонки, смс-очку напишет он, может быть, вы даже. Он вас выведет из какого-то вот действительно плохого состояния, или же одиночества, или же, если вы не верите во что-то, да, он как будто вот даст вам эту веру, даст эту любовь. Вот он вас выводит вот из этого. Просто своим присутствием, какими-то интересными разговорами. Вот такое вот. И вы уходите в любовь. Ну, вроде бы все. Так, на дне колоды праздник. Праздник души с ним будет всегда. Всегда. Да, еще раз, единственное, никому не рассказывайте изначально. Потом, пожалуйста, да, когда уже все будет более-менее так стабильно, что никто не влезет. И не ругайтесь. Вот, не ругайтесь. Ну, все. Давайте переходим ко второму варианту. А вам, единички, так скажу, да, с королем кубков вот таким. Счастье вам огромадное-огромадное. Ждите своего счастья. Весна-лето. Такое вот счастье. Еще победа в жизни, победа среди врагов каких-то, которые пытались вас сделать одинокой. Кто-то, может быть, хотел разрушить ваше семейное счастье изначально и сделал, может быть, даже это, да. Вот, ну, одинокой сделал вас. Нет, они будут получать свое, а вы получите вот эту вот победу счастья. Так, единички, всего хорошего, доброго и самого лучшего. Так, двоечки. Кто выбрал эту колоду? Давайте смотреть, какой король здесь придет. Король Пентаклей приходит. Так, человек. Сейчас. И Пентакли выходят. Здесь хозяин своей жизни, реалист, очень такой вот сильный реалист. И тут Пентакли на дне колоды. Он весомый человек в обществе. Очень многие его знают. Работящий, и деньги у него уже есть. У него есть свой дом, машина, ну, либо квартира, машина, но у него есть имущество, у него есть накопление, и у него есть будущее еще дальше. Но он пережил тоже обман, предательство. Вот, есть такое вот. И от друзей кое-каких, и от кого еще? Женщина присутствует. Ну, подвешенная ситуация, скорее всего, как бы есть такое. Ну да, в семье что-то вот, что-то было вот в отношениях. Может быть, я не знаю, нужно это говорить. Хотя, почему бы и нет. Если он был женат и у него есть дети, он будет поддерживать отношения с детьми, но он туда не вернется как муж. Там все. Если нет, то, значит, полностью будет с вами. Полностью. В принципе, знаете, что я скажу? Да он по-любому будет полностью с вами. Вот нулевой аркан около него. Здесь обнуление, здесь очистка. И если детки есть, да, он всегда будет и помогать, и разговаривать захочет, если там будет возможность. Но вы его семья. Здесь 0 идет. Собачка у соседей опять залаяла. Наверное, какой-то сигнал дает. Не знаю, слышно вам или нет в запись расклада. Но, может быть, сигнальчик такой какой-то, да, что
что-то реально по нулю меняется. Я тут увидела обман от женщины. Его предала женщина. Она к другому ушла. Поэтому вы его будете самое лучшее. Есть такое? Да? Да, вы его судьба. Да, так и есть. Вы его судьба. Вы его судьба. Так. Сейчас. Просто вот эти карты первые, это как бы больше его прошлое. Больше как его мысли, может быть, да, с сегодняшнего дня. И он тоже вот как бы смотрит на окружение и а где вы встретитесь? Сейчас я уточню. Не могу понять немножко. На работе? Может быть, на работе. Может быть, в каком-то общественном месте, где будут люди. Или же на каком-то празднике. Но больше как работа, дела. Не знаю, может быть, в очереди где-то будете стоять. В банке, в магазине, без разницы где. Но какое-то вот что-то такое денежное. Может быть, он продавец, вы покупать будете, или наоборот, вы продаете, он покупать придет что-то. Но здесь связано с какими-то делами. Его обманули, у него что-то отобрали. Вот что, почему я еще эту дополнительную спросила карту. У него что-то отобрали. То ли у него отобрано было какое-то имущество, может быть, какая-то сумма весомая, но он из этого вышел и продолжает выходить. И да, у него по 5 жезлов остались непонимания, как правильно смотреть на женщину, потому что его обманула женщина. Может быть, жена бывшая, может быть, сестра даже отобрала что-то, может быть, даже мама слишком много с него там взяла, допустим, или брала постоянно. Это, конечно, маленький процент по поводу мамы. Не обязательно абсолютно, но я просто вижу женскую энергию, и потому что общий расклад я подставляю. Но женская энергия присутствует. И когда вы встретитесь, у него будет желание быть с вами. Но какой-то разговор снимет замок с его души. Разговор между вами снимет замок с его души. Как это понять еще? Угу. Вы действительно как откроете ему сердце в вашу сторону. И как он поймет это, все, для него больше никто не нужен будет. Этот человек не будет рассматривать других женщин, другие семьи, другие отношения. Он будет именно только вас рассматривать. Ну, скажу так, да, может, не очень красивым словом говорю, но вы вылечите его душу, вы откроете ему новые ходы, новые дороги. Поэтому встреча, да, она будет в каком-то вот оживленном месте, и начало разговора будет по поводу каких-то вопросов деловых, вообще не про любовь, не про отношения, не про еще что-то там, да, а именно какие-то деловые разговоры, но эти деловые разговоры сведут вас вместе. Так, собачка вам действительно что-то желает. Гавкает, гавкает. Не знаю, вам может и не слышно, но мне очень слышно. Да, такое бывает. Какой-то разговор реально. Так, ну король Пентаклей. Ты кто? Расскажи немножко еще о себе.
Императрица выходит. Солнце, открытие. О, ангел равновесия. Ангел равновесия. Подвешенная и обман, да? Да. Юстиция, правосудие. Вы поможете ему сделать какое-то вот... нормализовать свою жизнь, и он вас никому не отдаст, скажу так. Человек реально прагматик, хозяин, реалист такой вот неплохой. Ну, он крепко стоит на ногах. Он имеет стабильный доход. Он может иметь свой бизнес, да. Человек спокойный, надежный, консервативный немного, не сильно, но консервативный есть, это присутствует. Это присутствует. Оно не будет разрушать отношения, но какое есть, такое есть. Вот. Он не будет рассказывать стихами, что он думает и как он любит. Он делами покажет, как он любит. Он реально купит продукты, не знаю, там, починит кран, построит дом еще один, да, или свозит вас куда-то вот на такое вот, в такое, вернее, путешествие, что на всю жизнь память останется такая, да и не один раз. Вот такой вот человек. Если вы его уже знаете и примерно понимаете даже, о ком речь, ну вот он сюда пришел. Вот он сюда пришел, и да, он хочет выйти из каких-то шатающихся ситуаций в понимании одиночества, и самое главное, я же вижу, что он не одинок. У него около него много людей. И есть люди, которые уважают, но есть и люди, которые льстят. Есть. Вот это есть тоже. Он может хорошим бизнесом даже заниматься и впоследствии даже хорошую такую вот либо должность иметь, либо действительно бизнес еще побольше даже. Но он не вор, он не тянет все на себя, он всегда раздаст, но не в ущерб себе. Поможет в здоровье, да, поможет, ну, у кого проблема, родственники, друзья, поможет там, поможет с переездом, поможет по работе, поможет еще что-нибудь. Но сейчас. Но есть такое, есть. Видите, как глаза закрыты, и вот эти мечи. Есть немножко такое двойственно. А вы, наверное, такая, знаете, сильная, потому что вы ему по судьбе, вот именно такому человеку, вы сильная, вы четко видите людей, и вы, есть у вас чуйка, как надо, как не надо. И вы ему всегда подскажете, да, этот человек льстит, лучше его не слушать, и лучше вот так. У вас будет общий разговор, у вас будут общие разговоры, но больше как жизнь, бизнес, даже, может быть, политика. Ну вот все такое. И вы две очень такие сильные, близкие, родные половинки. Вы как будто разрушите стереотипы, его понимание, а кто такая женщина. Вы для него императрица. Он король, а вы императрица. Вы будете императрицей. Интересный человек, очень. Очень интересный. С ним вы будете чувствовать себя как за каменной стеной. Он ценит очень верность и комфорт. И вы цените верность и комфорт. Вы реально как две половинки сойдетесь.
и разрежется стереотип вот этого вечного одиночества и непонимания. Финансы — это прекрасно. Ну и жизнь полна неожиданностей, из которых вы будете всегда выходить. Вот всегда выходить. Да, жизнь полна неожиданностей, жизнь полна сюрпризов. Он в такой сфере общается, что может быть и больше даже таких необычных, непонятных каких-то ситуаций в жизни. Но вы вдвоем, вы все преодолеете. Прекрасная жизнь, очень весомая, красивая. То, что нужно вам. Серьезно. Мне нравится. Я думаю, вам тоже, да? Давайте еще посмотрим по вопросам. По вопросам. О, дьявол вышел. Знаете, вот когда человек находится в бизнесе, сейчас еще карты, подождите, почему дьявол вышел? Ну, здесь маленький мальчик. Ага. Есть. Его могут подставлять. И женщина, может даже и не одна, его могут тоже типа подставить перед вами, чтобы вы его ревновали, чтобы вам было больно, допустим, типа он там изменяет. Нет, он не будет по тройке кубков изменять. Он это перерубит все. Но он как маленький мальчик может участвовать в каких-то вечеринках, в каких-то поездках, в посиделках. Я не знаю, что еще там есть в его сфере. Но да, он может участвовать, но он не изменит вам. Но кто-то может его подставлять под дьяволу. А он любит семью и вот честность, чистоту. Вот такое вот. Так что если кто-то что-то будет пытаться сделать вот плохое вам, лучше этого не слушать, не верить, потому что он доказать не сможет. Может и сможет, но он не такой человек. Он не любит доказывать, он любит верить, и чтобы ему тоже верили. Он не будет обманывать, вот в чем суть. Какой этот мужчина? Но такое вот змеючечки, лисы, не знаю, там шакальчики могут лазить и бегать около него, и да. В бизнесе тоже могут подставить, но в бизнесе уже или даже и вы ему где-то подскажете, поможете, и кто-то еще, может быть, у вас есть хорошие братья, допустим, да, которые тоже будут что-то там говорить, подсказывать. Или у него есть брат тоже, который всегда на его стороне. Ну вот что-то в этом роде есть. Человек весомый. Слушайте, интересно, неожиданно, необычно, но интересно с ним будет. Вы в двух стенах сидеть не сможете и не будете. Даже если иногда захочется отдохнуть, ну, в принципе, да, вы легко сможете, у него денежки есть, у вас тоже они будут, и вы будете чем-то заниматься неплохим таким. Но вы сможете себе и салоны оплатить, и куда-то съездить, но это есть, я это вижу. Конечно же, по вашему желанию. У каждого свое желание. Допустим, в святые места съездить или наоборот куда-то на дискотеку пенную, допустим, да. Ну, может и так по очереди. Но здесь я вижу ваши перспективы очень шикарные, обширные, ну, такие вот будоражащие.
Единственное, говорю, этот дьявол не просто так вышел, тем более с тройкой кубков. Он вам не будет изменять, но на него могут что-то такое наговаривать. А давайте посмотрю как раз. Если на него вдруг кто-то решит порчу сделать, ну, он сильный. Он с вами, вот, он с вами сильный. Это семья, отношения, дом, крепость, десятка пентаклей, да и деньги у него есть. Он сильный. У него есть батюшка знакомый. Его чистили. Я вот на дьявола показываю, но это как бы образ вот того, о чем я сейчас спрашиваю. Его чистили, мужчину. Нет, здесь и туз жезлов, и туз кубков. Здесь все идет на любовь, на благополучие. Двоечка есть тут, двойка пентаклей. И какие-то шаткие состояния все-таки по дьяволу могут происходить. Но здесь всегда будет сила, чистка, уверенность, ну и прекрасный завтрашний день. Вот так. Так, все, здесь разобралась на сегодня. Если что, потом еще посмотрим. Так, отношение к вам, вот оно какое реально будет? Отношение к вам. О, какая страсть. Туз жезлов. Страстная, страстная будет. Всегда где-то как-то, но домой хочу к ней, скажет мужчина. Он всегда вам даст, но и себе захочет. Действительно, он не такой, чтобы просто свысока что-то раздавать и пользоваться. О, он не такой, он не такой. Реально, где-то в душе, как маленький ребенок. Но и в то же время по жизни очень сильный, интересный мужчина. Любви ему хочется. Любовь, уважение, партнерство. Для него на первом месте. Что для тебя самое главное в жизни? Чтобы обмана не было. И чтобы сам немножко и не путался. Не путался в смысле понимания больше всего финансового вопроса. Он всегда будет разбираться и решать, но он боится самообмана. Он боится обмануться, а вдруг опять его кто-то предаст, а вдруг опять его обворуют, допустим. И да, он всегда будет на страже, на стороже. Но, увидя вас и вот эту вот чашу, да, вот эту вот по кубкам, ваш дом — это ваш дом. Никому вас не отдаст, и он всегда будет вам верить, потому что он этого хочет. Но остальным не скажу. Остальным, может, и не будет верить, вечно проверять будет. Кстати, любит переключать разговор. Вот идет разговор какой-то, и он раз, надоело ему, он взял, переключился на совсем другую тему. Вот такое еще его спасает от нервозности, от каких-то нерешенных вопросов. В голове у него очень много мыслей будет. Очень. Одиночество не терпит. Он может жить на работе, но только если один. Вот. Если с вами когда будет, он у него и работает дом, он всегда будет. И даже, может быть, вас к себе туда вытащит. Угу. Чтобы вы рядышком и там на работе были. Ну, у кого как. Если далеко где-то, может быть, даже возьмет с собой в эту поездку. Вот. Так, ну и все вроде бы так на сегодня. Второй вариант. Где вы встретитесь, да, давайте посмотрим. Ну и когда. Угу. В принципе, где, я уже говорила, там карта выходила, да, что какой-то деловой разговор, либо там на работе, может быть, и по работе, через кого-то, да, что вот познакомитесь. Так, сейчас соберу. Ангел вышел. Когда, где?
как бы по всем картам дебаты. Ну, не знаю почему. Разговор. Даже вот тут юстиция выходит. Может, в банке реально. Или какие-то документы будете писать, подписывать. Может, действительно на работе, где там чек пробивать и что-то типа этого. Слово за слово, он как оживает с вами. И потом будут еще встречи и еще встречи. Будут разговоры по телефону. Короткие, больше как переписка даже будет. Вот такое вот. Человек в душе мальчишка, а по жизни такой рыцарь на белом коне. Очень много забот, очень много в голове мыслей, очень много. Ну, вот, с вами будет, любовь идет. Пустоты не потерпит, всегда справится, всегда исправит, многое что исправит. У него есть очень большая закалка в жизни, он очень хорошо учился. Мужчина может быть не сильно таким уж накачанным, но как мужчина сильный. Может и пузико быть, может быть и, не знаю, там, в принципе, ну, покушать любит, да, есть такое здесь. Вечером особенно. По луне вечером особенно любит покушать. Что еще? Темноволосый. Да, может быть темноволосый. Даже если русый, больше к темному идет. Нос не маленький и не курносый. Может быть даже с горбинкой чуть-чуть. Или просто прямой. Высокий. Любит улыбаться, смеяться, как ребенок. Хотя вид у него такой вот мужчина. Шутки любит, но шутки свои у него. Не все подряд. Не над всем подряд смеется. Лицемерить нет, не любит. Но это иногда бывает, что в компании смеются все, даже если не смешно. Нет, он не будет этого делать. Но не нравится ему. Хотя иногда, да, мог бы это сделать, но не его, значит, не его. Может действительно быть в какой-то мысли о каком-то проекте. И пока он его не поднимет, он всегда будет об этом думать и искать дополнительные шансы, варианты. Интересный пробивной мужчина. Недавно пережил потерю. И да, была потеря, говорю вам, либо денег, либо машина, что-то было такое. Может быть, даже попрощался, Царство Небесное, с каким-то из родителей. Может, бабушка, дедушка. Вот это тоже у него на душе сидит. Тяжело ему, но он старается держаться всегда. Вот такое еще могло быть. Опять же говорю, общий расклад, но я увидела это, сказала. Вот так. Давайте сейчас посмотрю еще, когда, да? Когда вы его встретите. Ой, скользкие карты. Скользкие. Когда вы его встретите? Что карты скажут? Император. Такой вот. Королева. Вы сойдетесь на какой-то проблеме, но уже не разойдетесь. Ох. Как же вы будете дополнять сильно друг друга. Ой, вам небеса как под защиту идут. Вас ангелы сведут, чтобы вы встретились. Кто-то из вас, может быть, знал его уже.
давно. Кто-то из вас, может быть, его сейчас знает по шестерочке кубков. Или вы встретите как будто вот человека, которого давно должны были встретить, но все никак не получалось. Но он как будто реально ваш. И уже давно по судьбе. Вот только вы сойдетесь, вот когда встретитесь. Когда магия магия и Луна, очистку, надо в церковь сходить. Надо в церковь сходить и поставить за свое здравие и очищение, чтобы высшие силы вас очистили. Либо в святых источниках искупаться, либо просто водичкой хотя бы дома помыться, и чтобы все это сошло ночью, когда Луна будет без тучек. Помойте себя, да, вот сполосните себя, ну, извините, что так говорю. Но я как будто уже вот вижу, с водой уходит грязь. И через все это, получается, стекает к вашим источникам, даже не к вам, ну, к источникам, да, откуда это все пошло. А вы получаете новую звезду, новые возможности, и вы встретитесь. Это будет... Сейчас. Победа, счастье. Ну, не знаю, здесь больше срок такой идет. Ну, смотрите, вот как бы общий расклад, да. Вот эта карта как... Вот уже сейчас вы встретитесь, как еще вот вроде как снег лежит, и либо там прохладненько, да, как-то вот вы в прохладу какую-то, либо до прохлады. Вот весна-осень, давайте так скажу, весна-осень. Здесь как урожай уже собирать, а здесь как на весну выходишь. Весна-осень. Может быть, даже и сейчас вы уже знаете друг друга или встретитесь уже вот-вот. Но вот осенью он вам сделает большое вот такое, какое красивое предложение. Либо он сделает и раньше, но осенью вы поженитесь. Может быть, осенью скажете, что... Или узнаете, что ждете ребенка. Либо, если ребенка вы не ждете, и как бы у вас уже есть дети, допустим, и не надо больше там, или что-то еще, потому что расклад, говорю, общий, значит, что-то другое будет осенью. Но весна-осень — это ваше время. Это ваше время. Идет в победу над сложностями, над обманами, над тяжелыми ситуациями, которые тянутся из прошлого. Шестерочка прошлое. Маг поворачивает силы в вашу сторону как защиту. После долгой паузы. По рыцарю Пентаклей. Это долгая пауза. Потому что еще и ангелы с вами трубят. Тут рядышком. И сам он вышел. Вообще супер. Ну, вот так. Все. Королева жезлов. Вы будете счастливы. Вы будете страстно счастливы. Вот так скажу. Ну, как бы все на сегодня. Второй вариант. Счастье вам огромадное, преогромадное. Да, интересный человек. Да, необычный человек. Да, у него будут какие-то своеобразные понимания и этой жизни, и своей работы. Но вам будет с ним классно, комфортно, надежно. Такое вот. Так, ну и переходим к третьему варианту. Третий вариант. Троечки, здравствуйте еще раз. Ой, что тут? Подвешенная ситуация хочет завершиться. Хочет завершиться, выпрыгивает. Так, не прыгайте, карты. Что-то третий вариант, попрыгучий такой. Сейчас посмотрим, какой король выйдет для вас. Посмотрим. Какой король выходит здесь. Любовь идет. Какое-то обновление в доме идет. О, король жезлов. Так, нет, не убираю пока что. Обновление в доме идет, да, какая-то
Интересная поездка вас ждет в ближайшее время, куда-то вы съездите, с кем-то пообщаетесь. Мужчина сильный, интересный. Любит рисковать, любит быструю езду. По-моему, вы не любите, когда быстро, или любите быструю езду. Такое есть, потому что здесь карта двойственности слегка. Но этот человек как же сказать про тебя, Жезловый? Мыслей очень много, да? Интересный ты человек, интересный. Так. Любовь. Он... Я поняла, сейчас скажу. Он не такой сильный, как кажется. Он не такой черствый, как может казаться. И в то же время он не такой улыбающийся, как может казаться. Этот человек, да, он своеобразный, но он простой. Он реально простой. У него очень много мыслей нужных, важных, таких интересных, но мало кто его слушает. Вот это его немножко разбивает. Есть у него такое. Он говорит, он подскажет, он поддержит, но мало кто его слушает, да. Единственное, что здесь плюс, то, что он не переживает. Я сказал, я попробовал, не слушайте. Ну, все, что мне делать, говорит мужчина. Хотя у него перспектива огромная была бы в жизни по поводу и финансов, и какого-то состояния огромного. Есть у него и финансы, и машину он любит водить, любит, есть она или нет, временно. Если нет, то временно нету. А так, как бы это его стихия. Но он не торопится и не старается идти к каким-то горам, горизонтам. Он живет сегодня. Вот сегодня жив-здоров, рядом, радуются и улыбаются, все, он счастлив. Только что-то происходит, все, он начинает нервничать, он начинает трястись, у него начинаются какие-то, не знаю, беготня, переживания, он там узнает, он все сделает. Это тоже плюс, но не каждый это понимает. Поэтому он по жизни, в принципе, и один, и не один. Его бросали не одна женщина. Потом просились обратно, он уже не принял. Не одна. Это до вас. Это с юности. Это с юности тянется. Одна, вторая, может даже третья, да, его не он, а его бросали. Он наоборот отдается. Но когда чувствует холод, когда чувствует обман, когда чувствует, не знаю, там, безразличие, конечно, он тоже становится таким, но он не знает, в какой момент уходить. Вдруг она поменяется, вдруг это судьба. Вот он верит в эту судьбу. И когда его оставляли, все, оставила, значит, не мое. Названивали, приходили, не знаю, там, под окнами ходили. Или ходила какая-то женщина, я ее вижу, кстати, с подарком пришла и под окнами у него ходила. Пыталась постучаться и прийти прямо в дом зайти, не пустили. Реально вижу такую историю из прошлого у него. Нет, он все, холодно. И когда он встретит вас? А вот здесь сыграет правосудие. Здесь наконец-то чаша весов наконец-то нормализуется и достигнет вот этого гармоничного, да? Хотела сказать гормонального. Нет, неправильно. Хотя, кто знает, может быть и в этом какой-то смысл идет, да? И в этом тоже. Но гармоничности такой вот, гармонии жизни, гармонии понимания тоже, что вы — это вы. Все, это та, которая со мной, это та, которая меня любит, он скажет. Реально. Но он очень хочет, чтобы его любили. Он все отдаст.
но очень хочет, чтобы его любили. Вот за всю жизнь, сколько ему лет? Да, может до 30, может быть и 60, и даже больше. Расклад общий. У него в душе примерно 25-летний. Вот его душа 25-летнего, 30-летнего человека. 30-летнего даже так. Меньше он, больше, но вот душа такая. И он хочет, чтобы его любили, потому что его не любили. Его не любили, его вечно использовали. А он очень добрый человек. Он очень отзывчивый человек. Он сильный, он умеет плакать. Кстати, плакал недавно. Я много не буду говорить здесь. Я увидела животное, любимое, собака, кошка, кот, не знаю, попугайчик. Но он либо в душе, либо реально плакал, потому что у каждого свой порыв, и душа-то всегда плачет, да. А вот здесь визуально ли было, ну, возможно, и было реально. Он плакал по своему животному, животное ушло на небеса. Птичка, говорю, или собачка, кошка, кот. Большой кот. Если кот, то большой такой вот. Потерял, плакал. Недавно, может быть, и давненько, но до сих пор как будто бы это в душе. И он думает завести новое животное, но пока не решается. Одиноко. Не любит одиночество. Ох, не любит. Он не может дома сидеть один. Он не может дома... У него свет отключают. Почему-то. Я не знаю. То ли он сам... Нет. Хотя да, он может сам себе свет выключить, посидеть, полежать, допустим, спать лег. Выключил свет. Почему это увидела? Потому что реально я увидела его в темноте. И он лежит, лежит, лежит. Все. Встал, включил, пошел на кухню там, что-то сделал, что-то поел, может быть кому-то написал, ну что-то вот он не может быть один. И вот он реально в вашу жизнь ворвется вот как какая-то стихия, как какой-то ветерок, который вас согреет, даст дышать каким-то новым чувством, новому запаху. Запах, кстати, у него как будто бы действительно, ну такой вот просто вот он распространяется. Ну, нравится будет вам его запах. Ему тоже. Ему, скорее всего, вот по 7 жезлов тоже будет нравиться. Да не скорее всего, а 100%, раз такая карта вышла. Видите, как тут все это стрелочками такими. Запах нравится будет. Так, король, давай сюда. Ну что, расскажи о себе еще немножко. Угу. Да вот, по колеснице человек, который действительно любит, вернее, не любит быть один и любит передвижение, хотя, когда он куда-то в дорогу собирается, да, он будет нервничать, он в дороге будет нервничать, потому что он следит за дорогой, он следит за тем, что происходит, чтобы все было нормально, чтобы не холодно, чтобы там, ну не знаю, такое, ответственный слишком уж ответственный. И да, когда он уже в дороге, вернее, после дороги приезжает куда-то, он расслабляется. Расслабляется, отдохнет, потом опять куда-то, что-то, как-то, ну, вот такой. Ему нужен адреналин, он без этого не может. А вам будет это нравиться, скажу так. Хотя вы по раскладу здесь сами по себе человек домашний, который умеет беречь то, что надо в жизни, да,
Вы умеете денежки не тратить налево-направо, а он, кстати, может. Может. Но зарабатывать он тоже может. Это плюс, это большой плюс. А вы умеете, да, беречь денежки, умеете, ну, где-то накопить. Такое вот, да, желание есть у вас на что-то накопить. И, кстати, с ним получится. Он отбирать не будет. Вот, нет, он не, ой, что вы, он не такой, он никогда не будет отбирать, наоборот, еще задаривать будет. Но больше не подарками, потому что будет считать, что вы сами себе лучше возьмете и купите то, что хотите, а не что хочет он, потому что может ошибиться. Зря деньги тоже. Он может раздавать, но зря и тоже не... А ну, а почему так? И зря тоже не потратит. Что-то такое... А в подвешенной ситуации, ну, есть. Вам будет все давать, и возможность тратить, придумывать что-то такое. Хотя поговорить, обсудить он тоже мастер. Тоже мастер. Спать днем иногда может. Но это больше из-за того, что он ночью не высыпается. Если ночью высыпается, все, неважно. Вот такое здесь. Еще что? Он сначала не поймет, что вы действительно сильный человек. Он будет думать, что вы слабая женщина, девушка. Да-да-да. Он будет думать так, он будет оберегать. Смотри, там шапку одень, то все, да, может сказать. Впоследствии он начнет прислушиваться к каждому вашему слову, хотя вначале не поверит в это. Но он будет прислушиваться, потому что вы как будто бы вот с каждым разом, с каждым днем, когда вы вместе, у него будет просто увеличиваться понимание по поводу вас, увеличиваться любовь, которая действительно будет оживать в его сердце. И он, да вы что, он дрожать будет, если, не дай Бог, что-то с вами будет не так. Да вы что, любовь. Любовь сильная, уважение. Если что-то по работе у вас будет не так, он всегда будет говорить: так, все будет хорошо, перестань, успокойся, а сам будет нервничать. Но вас будет всегда останавливать: так, хватит, скажет, успокойся, все будет, вот через месяц, вот увидишь там или как-то еще. Он будет всегда стараться вас успокоить. А знаете, это вам и надо. Вот как раз судьба посылает вам такого человека, чтобы ваши дороги реально переплелись, чтобы вы наконец-то вот столкнулись вместе и больше друг друга не отпускали. Любит дарить цветы, но цветы любит дарить такие, как вы любите. Вот первое, что, скажите, что вы любите, он их принесет. Он их принесет. Я не знаю, нужно ли это говорить сейчас, но хоть и тут такой вот букет у мужчины, но у него, по-моему, то ли это вам нравится, и вы это скажете ему впоследствии, то ли он сам вроде бы как, ну, ему нравятся. Вот гладиолусы, почему-то мне идут красные гладиолусы. Вот что-то вроде этого. Ну, может быть, и розы там, и еще что-нибудь, какие-то другие цветы. Но почему-то мне идут гладиолусы. Вот еще. Может, его маме очень нравились они. Поэтому у него тоже это в подсознании сидит. Такой, видите, что еще тут рассказал. Давай себе рассказывай еще.
Головные боли, кстати, могут у него быть. Правосудие. Человек может, он постоянно в центре внимания. Да, он может быть предпринимателем, опять же, лидером. Ну, он харизматик такой вот, да, харизматичный человек. Но даже если не имеет свой бизнес, если даже не предприниматель где-то, он будет все равно по мелочи что-то делать. Ух, у него руки точно золотые. Он лидер в этой жизни. Он лидер. Это его. И вам это будет нравиться. Человек действия, который всегда хочет быть и будет в центре внимания. Он полон идей, поэтому у него есть головные боли. Они уже есть. Вот. Потому что голова переполнена. Идеи, да, могут быть разные. И если с ним захочешь просто поболтать, не получится. Важно знать то, что он человек идей. Если вы сказали, что-то хотите, он это должен подумать, как сделать. Все, у него начинает голова крутиться, как это сделать. Она же это хочет. И ищет варианты. А вы, может быть, просто сказали свою мечту на когда-нибудь, чтобы он вообще об этом не думал. Поэтому здесь нужно к нему будет прислушиваться, чтобы не делать ему головные боли. Либо сказать, так, мы все болтаем просто, не думай, не рассчитывай. Да, либо, да, я хочу вот это, давай подумаем вместе. Ну, как-то так. Не знаю, надо это вам или нет, но есть такое здесь по картам. Твой характер. Какой тут? Мирный. Он любит мир, он, ну, такой вот интересный. Спокойный. Нет, не спокойный, нет. Хотя нет. Спокойствие у него только тогда, когда он реально хочет отдохнуть. А так он будет и болтать, и говорить, и куда-то сходит. Энергичный, реально энергичный, больше так. Страстный человек, да, жезловый. Вы что, страстный человек. И честный. Вот, тут честность, Простой. Вспыльчивый, да, иногда. Но он быстро отходит. Он не держит долго. Хотя память у него есть. Память у него есть, и он, если кто-то когда-то ему сделал плохо, он будет помнить всегда. Он не будет мстить, он не будет что-то там выговаривать. Он может даже остаться друзьями с тем человеком, который сделал ему плохо. Но через время он ему припомнит. Правда, так, когда вот именно надо будет. Но плохо, больно делать он сам не будет. Вот не будет. Он просто может припомнить, да. Возможно, вам это нравится в людях. Поэтому вот именно так сейчас карты описывают. Что нечего там терпеть и глотать, да. Надо и припоминать, хотя сразу нет, он не будет мстить, нет, это не его характер. Он заражает своим оптимизмом людей. У него есть хороший друг, постоянно на связи. И реально они поговорят, и тому легче становится. Чем-то еще, ну не знаю, может быть, зовут Гена, но может быть просто, знаете, как ассоциация с мультиком. Крокодил Гена, да, Гена, когда он просто вот реально друг такой, которому надо вот просто поговорить. Ну вот что-то в этом роде. А как всегда мне на раскладках придет что-нибудь, и я вам это рассказываю. Ну, возможно, вот этот, не знаю, какой-то кусочек будет для вас важен когда-то, да? С ним никогда не будет скучно. Ох, это точно. Это точно. О, 13-й аркан, он будет завоевывать вас каждый день. Да, кстати. Знаете, сколько бы ему лет не было, но он всегда будет таким... Вот
Как будто он заново вас завоевывает. Угу. Что-нибудь такое вот, мелочь какую-то, но захочется ему сделать для вас. Ему будет тяжело и плохо, если вы не обрадуетесь этой мелочи. Ну, как-то так здесь идет. Вести за собой хочет вас и будет хотеть. Видите, я уже говорю хочет. Значит, где-то рядышком. Будет вести за собой. Это его желание. Он любит вдохновлять. Он любит приключения, но дорог боится. Да. Все-таки он на нервах, он в напряжении. Кстати, у него мышцы вечно в напряжении. Мышцы вечно. Массажи ему будут нужны, необходимы. Голова и мышцы. Это из-за нервов. Только из-за нервов. Остальное все, слава богу. Как-то так. Так, что еще, мужчина? Что еще? Ну, по поводу финансов. Вы испытывать сложности в этом не будете. Но это не значит, что он будет там каким-то очень-очень богатейшим, не знаю, богатым, в общем. Я уже тут и неправильно слова начала говорить, да. В общем, очень-очень-очень-очень богатым, да, он может и не быть, но он богатый душой. Он богатый впечатлениями, он богатый энергией, страсти, желания, каких-то интересных моментов. Ну как же без этого? Да он просто может куда-то уйти, даже если с вами вдруг поругался. Он никогда вас не оставит. Да, он может поругаться, жезловый король. Он может уйти и прийти с цветами, либо с тортиком. Ну вот как-то так. И будет так вот внутри дрожать. А простит меня сейчас или нет? Чтобы дальше улыбаться. Вот есть в нем такое. Да, потому что импульсивный есть такое, но он не злой. Он не злой. Он просто импульсивный и характерный немножечко. Когда вы его встретите? Давайте посмотрим. Кстати, а как ты выглядишь? Карты покажут тебя. Любит упражнения, занимается, есть мышцы на руках. Есть мышцы на руках такой, да и пресс у него вроде бы как неплохой такой. Может, был когда-то, а может, до сих пор этот пресс прямо неплохо. Да, человек, занимающийся физкультурой или занимался, и он вот по природе вот такой вот, как бы жилистый, да, скажу. Так вот лучше к нему подходит. Если поправился, он все равно как будто жилистый. Или худой на сегодняшний день. Это как бы опять общий расклад, но общая энергия. Это жилистый человек. И у него очень сильная хватка. У него, вот он что берет, как сильно. У него очень сильная хватка руки. Как плоскогубцы, можно так сказать. Вижу его или сейчас, или в будущем. Он будет с проседью. И волосы когда-то густые, может, до сих пор густые. Но со временем, да, они не будут густые, но он будет даже с этим красив, действительно красив. И, может быть, он носит еще красиво сбритую бороду, не длинную, ну, может, щетина такая вот, как чуть-чуть отросла, да. Ну, что-то такое, чтобы он действительно такой мужественный. Хотя бриться тоже иногда любят совсем, чтобы без бороды, без усов быть, да. Вот. Но больше ему нравится вот эта вот мужественность, когда бородка есть. Хотя тут тоже бабка на 2 гадала, можно так сказать, даже, да, даже такими словами. Вот. Смешно получилось. У меня сейчас в душе вот эта фраза. Как раз на расклад. Супер. Да, говорю эту фразу. А у самой вот его вид. Кстати, ноги, когда идет, я говорю, я сейчас в одну точку смотрю.
Вот так вот он ставит ноги. Видно вам? Ну, вот как будто чуть-чуть в сторону, и даже одна чуть больше. Одна может прямо быть, а другая немножко в сторону. Либо вот так вот. Обе в сторону, но не сильно одна. Ну, как-то вот ходит так. Что еще у него? Такое вот. Кстати, шрам есть. Даже может быть на лице. Но не обязательно. Но не обязательно. Опять скажу, расклад общий. Так. Жезловый. О, какой туз жезлов. Страстный, страстный. А глаза красивые. Ему даже ресницы красить не надо. Да, какие-то они такие вот выразительные глаза. Ну, я про ресницы даже красить не надо. Это понятно, что мужчины не красят, да? В основном, во всяком случае. Но здесь как будто бы даже девушка, женщина сказала, вот бы мне такие глаза, чтобы я не красила. Да, красивые глаза у мужчины этого. Так, что еще ты расскажешь тут? Вы встретитесь, кстати, через знакомого, через знакомую, через каких-то людей вы встретитесь. Вас как будто бы пошлют в одну компанию, и его туда же через какого-то человека, либо в каком-то обществе, на работе, не на работе, в поездке. Это без разницы, я не могу, я могу все перечислять, но я вижу больше, что вас как будто бы соединит какой-то близкий человек. Просто вы вот приглашены будете одними людьми, он другими людьми, да, и как будто в одну компанию. Либо где-то, может быть, в разных компаниях, но в одном месте вы будете. Через какой-то праздник, через какую-то новость, через какое-то шествие. Я не знаю, почему шествие, ну, не знаю, может быть, в центре, где вы живете, может быть, там будет что-то интересненькое, да, и туда люди будут сходиться, посмотреть. И вот вы там встретитесь. Я вижу в людном месте, но легкое, что-то какое-то такое вот яркое, улыбки. У вас одежда такая красивая, что-то такое даже... Ему понравится... то ли, вот я не знаю, как это сказать, серьезно. Расклад общий, я начала вот, вижу моменты, вот. Давайте честно скажу, ножки ваши понравятся. Он обратит на них внимание. То ли это вот в брюках, лосинах, не, может быть, юбочка красивая такая вот будет, да, что вот именно она будет выделять туфельки, сапожки, не знаю, но вот ему это понравится. Зачем опять это говорю, не знаю. Вот пришло мне это видение. Реально так будет. Реально. Он даже будет вам... Вот вы идете, даже не знаете, что он смотрит, а он будет смотреть вам вслед. И через время он... Через кого-то как-то или в это же время вот вы познакомитесь по чуть-чуть, и все. За руку взял вас и увел. Будет вот так. Вот так вот. Так, когда? Когда? После грозы, после дождика. По судьбе вы друг другу, это однозначно. Смотрите, либо после грозы, либо в каких-то ярких прожекторах, не знаю, что это. Может быть, фонарики на улице, может быть, солнце яркое, но что-то блестит. Я не знаю, что именно. Я вижу блест, я вижу блестит что-то. Играет музыка.
Он вас пригласит куда-то, где вы будете чем-то угощаться. Чем-то угощаться. Он расскажет о себе. Он поспрашивает о вас. Ему очень понравится с вами с самого первого дня. Он предложит вам встречаться или встретиться, но такое впечатление, что вы не сразу поймете, что это он. Может быть, вы уже были в такой ситуации, где вам предложили встречаться, и он до сих пор вас ждет. Если описание под него, то надо позвонить, если вы хотите быть с ним. Он ждет. Либо будет такое, что он вам скажет, куда позвонить, если вы согласитесь там с ним встретиться. И вы через время решитесь. Хотя у вас будет еще что-то. По-моему, у вас есть еще один поклонник. И будет выбор. Как-то так. Хотя, с другой стороны, те поклонники, которые есть, они как будто бы судьбой будут немножечко закрыты. Именно чтобы дорога для этого человека к вам была. У вас есть поклонники сейчас? Реально есть, я их вижу. Очень один интеллигентный, в костюме любит одеваться. Либо костюм, либо, такое такое классическая одежда у него. И этот человек, он реально как ваш поклонник. Но судьба закроет ему дверь. И он потом будет чуть ли не плакать, когда вы с колечком придете. И он увидит у вас колечко от этого человека. Вот так. Есть и такое. Вы будете довольны, счастливы, успокоены. Душа такая спокойная. Кстати, вы очень хотите спокойствия. Вы очень хотите тишины, вы, может быть, да, хотите где-то поваляться, на что-то красивое посмотреть, не знаю, какая-то природа, может быть, да. Но и в то же время вы любите и потанцевать, и шашлычки, чтобы были. Вот такое про вас скажешь. Он с вами. Он с вами. Единственное, что, может быть, вы в один год родились, да, может быть, и не обязательно расклад общий, но значит, у вас что-то есть общее. Что-то общее есть, как драконовое, как огонь, да, огонь, как и другого знака без разницы, опять же говорю. Вы во многом будете похожи. И кое-что может спровоцировать недопонимание между вами. Поэтому изначально, когда вы его увидите, знайте точно, что этот человек на всю жизнь с вами. Поэтому здесь немножечко нужно будет ему уступать, и он всегда уступит вам. Есть такое. Это как предупреждение на всякий случай, чтобы не испортить что-то, что вы вообще не разойдетесь, вы всегда будете вместе, но вспоминать ссоры не хочется. Поэтому их можно изначально просто не допустить и реально очень хорошие отношения построить. Не обижайтесь на него, он никогда вас реально не бросит, не обидит, не обманет, не изменит. Но это на всякий случай, опять же. Если не ваше, значит не ваше. Если вы понимаете, знаете, слава Богу, да. Но на всякий случай было предупреждение, Он любит детей, он любит животных, он, кстати, умеет кататься, ездить, я не знаю, как это правильно сказать, на лошадях. Есть такое. Либо всегда мечтал об этом. В голове у него это есть. Можете даже при встрече спросить про лошадей. Вот еще такой мужчина тут выходит. А это, по-моему, человек... это человек, который свой шанс упустил. Есть мужчины, есть поклонники у вас. Он упустил свой шанс быть с вами. В вашу жизнь идет настоящий мужчина. Семейный.
Сейчас скажу. Первое, что он сделает, придя к вам домой, допустим, это что-то починит. Либо когда вы вместе будете куда-то ехать, он что-то починит. Вот ему нужно будет что-то починить. Как бы это его первое. Ну, такое. Это жизнь, это интересно, это перспективно. Ну так. Какие вы уроки? Вот действительно, вот в этом третьем варианте здесь именно идет, вы пройдете урок трансформации, перемен, вы прошли уже один урок, и вы подойдете к тому, чтобы пройти урок даже после вот этого расклада и не ругаться, не обижаться на него сильно. Да, обиды могут быть, но опять же, жизнь есть жизнь, у всех разный характер и все такое, да. Не обижайтесь по картам. Это как раз будет ваша зацепка для того, чтобы ваша жизнь действительно была по звезде. Длинной, перспективной, самой лучшей. А завистников у вас будет, это вообще, это реально. Просто вообще, вот вы выходите, и все на вас смотрят. А вы идете своим путем. В свою победу, в свое счастье. Угу. Ну, вроде бы все. На дне колоды ждите. Кстати, сейчас это рыцарь Пентаклей. Это ждите уже скоро, он уже в пути. Он уже в пути. Сейчас соберу. И последний вопрос. Когда, да? Когда вы встретитесь? Когда вы с ним встретитесь? Опять эта карта, смотрите, из всей колоды, он уже в пути. Либо где-то рядом. Может быть, вы даже его уже видели, знаете. Но он в пути, он вот есть. Вы его, может быть, видели. Может быть, только-только вот где-то присели, чтобы его увидеть, да. Но так, когда? Когда оденете что-то легкое? Когда оденете что-то... Футболочка, шортики, юбочка, не знаю, что вы любите, но как сарафанчик, давайте так считать. Когда это больше как, не знаю, весна ли, лето ли, осень ли, но как бы он рядом, летом, наверное, летом все-таки. Хотя, радость от встречи уже идет. Вот он с цветами даже. Я говорю, может быть, вы его уже знаете, он где-то бродит туда-сюда, да? Неожиданно. Как будто бы вот ждете, и он придет. Все, он уже вот где-то рядом, на пороге как будто бы реально стоит. Радоваться будете. Нет, это не зима, это даже, по-моему, не осень. Давайте опять же скажу, весна-лето. Я не вижу тут зимы. Вы после зимы как будто бы душой. Это как понять? Это когда холодно на душе, одиноко, допустим. Сердце где-то страдало, где-то любило. А вот наконец-то весна. Наконец-то весна. Душа открывает себя. Так что как бы рядом, с цветами, с какими-то предложениями куда-то сходить. Вы будете радоваться, вам хорошо будет. Вы наконец-то выйдете из состояния вот какого-то тяжеленького. По поводу магии, маг вышел, что ты хочешь сказать? О, Верховная Жрица. В ближайшее время вам кто-то скажет, что если вы услышите, давайте так, если вы услышите, что кто-то разводится,
Если вы услышите, что кто-то не разводится, а разошелся, все, поссорились, разошлись навсегда, или кого-то кто-то предал, или что-то еще, в общем, что-то из отношений от какого-то человека, все знаете, что это вот сигнал, что у вас наоборот начинает все налаживаться. Как-то так. Либо начинается процесс у человека, кто по магии вам делал на одиночество. Он будет скитаться в тяжести и в одиночестве, а у вас наконец-то начинает налаживаться личная жизнь. Если по магии реально вам делали. Если нет, ну, может быть, просто как сигнал будет. Где-то вы поможете, кто-то вас познакомит где-то. И так тоже может быть. Но больше, конечно, как магия идет здесь. Все. Все на сегодня. Ну, давайте еще раз на дне колоды. О, новости ждите. Новости, интересные события, какие-то праздники. Ждите. Потому что через них, ну, тоже как приближается, улучшается и меняется что-то вот в вашей жизни. Не, ну, я вижу его уже, вот где-то он ходит. Вот реально, как будто бы рядом. Так что все будет так, как нужно. Обязательно. И ваше счастье всегда с вами. Ну, так судьба хочет. Так жизнь хочет. Так вы хотите. И этот человек. Счастье вам огромное, преогромное. Пусть у вас все будет хорошо. И до следующего видео, да. Если что, через какое-то время еще сделаю расклад, где он там лазит, да. Либо если он уже пришел, что он дальше, может быть, расскажет через расклад. Вот. Но на прежних тоже буду делать так, как написали в комментариях, что хотите слышать, кто-то хочет. Буду делать тоже по чуть-чуть, потихоньку, периодически. Оставайтесь со мной. Разные темы, разные видео, что нравится. Подключайтесь, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, которые будут выходить. Пишите комментарии. И если не трудно, ставьте лайки. Мне будет очень-очень, как всегда, приятно. Все, до следующего видео. Не прощаемся, на связи.